Обалдеть, как ты это сделал? Все так. Начинается перемещение. У нас получилось! Ой. О! Ё-моё! Свобода! Хижина Фикса 24/7. Давай все-таки зайдем. О боже. Так я похорошел! Ложка! Ой, как же вас давно тут не было-то? Давно? Именно, очень давно. Просто идите вперед и помогите вашим сотрудникам. Здорово, Ютуб! У микрофона Фикс. Отдельный привет всем подписчикам Лоулошки. Здравствуйте. Всем привет, дорогие друзья, я Лоулошка, и добро пожаловать в будущее моего канала. Часть 2. А если подробнее, добро пожаловать в рубрику Фиксплея! Рубрику, в которой один человек, стоящий прямо перед нами, в одного придумывает сюжет, строит карту и является режиссером всего процесса. Это я. Друзья, напомню, это 2-я часть данного прохождения, и в 1-й части сюжет был такой. Со мной и Фиксплеем связался некий роботизированный Лоулошка. Лоулошка, прибывший из 2044 года. Он сказал, что в будущем со мной произошла беда, которую надо срочно исправить. Исправить в 2025, в 2029 и в 2044. Что именно произошло со мной в далеком будущем, мы узнали только в конце 1-й части. Я, конечно, об этом напомню, но перед этим также напомню. В 2025 мы исправили ошибку, закрыв мою видеохостинг-платформу LoloTube. Ведь из-за нее я бы стал бомжом. В 2029 мы спасли Фиксплей от банды бандитов, и вот оно! Сейчас мы в 2044. Там, где произошла последняя ошибка. Оказывается, к этому году Лолошка стал настолько злым из-за своих неудач, что решил... И вот тут неизвестно, дамы и господа. Ведь именно на этом закончилась 1-я часть, и именно поэтому нас вызвал роботизированный Лололошка. Да, Ромочка, злая версия тебя буквально заперла нас в этой клетке. Ну, что будешь делать? Так, ну, я так понимаю, ты мне не подскажешь, правильно? Я тебе не подскажу. Тебе нужно, по идее, найти способ выбраться или что-то. Да, я... Так, кто тут у нас шумит? Ха, а вот и вы. О. Привет. Не Привет. обращайте внимания на мой костюм. Знаете, снимал тут один ролик. Надеюсь, вы не расстроились, что я не заходил к вам пару дней. Так, тихо. В любом случае, я уже подготовил для вас некую программу развлечений. Помните, я говорил про пытки? Ну так вот, время пришло. Сейчас мы проверим вашу кожу на прочность. Ой-ой. Тихо, не сопротивляйтесь, а то будет больнее. Для начала нужно отвести вас, скажем так, в специальную камеру. Давайте, за мной. Что происходит? Он нас тащит. О! Боже, У меня шишка. Почему у тебя шишка? What the fuck? Роботизированный. Уничтожение. Давайте вот здесь посидите пока, ага. Роболошечка, как ты здесь? Никто тебя не мучает, да? Да, точно, забыл. Я же мучаю. Ну да. Короче, ребят, не будем медлить. Что, бляха-муха, происходит? Сейчас-то вы познаете, что такое настоящая боль. Начинаем через 3, 2, 1. Так. Бляха. Не понял. Какого черта? Точно. Опять забыл заправить вещество. Ай, слушайте, ребята, потерпите 10 минут, скоро вернусь. Удачки! Друзья, немного потерпите. Сейчас я попробую открыть вашу дверь. Получилось. Подойдите ко мне. Да, привет. Моих сил хватит ненадолго. Пока он не вернулся, слушайте меня внимательно. У нас мало времени, но мы можем успеть обратить его устройство нам на пользу. Он хотел стереть вас с помощью камеры уничтожения. Ее строение мне знакомо. Вы сможете переделать ее в машину времени. Для этого вам нужно сделать 3 вещи в определенном порядке. Запоминай. Первое. Найдите частицу времени и сделайте ее активным веществом. Второе. Откалибруйте частицы на частоту 3, 5,
2, 4. Третье. Установите время на 2034 год. Если у нас получится, таким образом вы сможете вернуться на 10 лет назад и исправить последнюю ошибку Лололошки. К Ага. сожалению, с вами я отправиться не смогу. Но если вы исправите ошибку, будущее должно поменяться. И тогда Лололошка из 2044 года станет обычным счастливым человеком. И помните, правильный порядок. Моя энергия кончается. Боже мой. Подожди, а что сейчас Боже делать? мой. Роботизированный! Текущая задача, Ромочка, появилась. Текущая задача. Ой, что я сделал? Ты выключил свет, ничего страшного. А, Какая ты- задача? Я понял, текущая задача найти выход из камеры пыта. Все, я понял. Нам сказали еще раз. Первое, найдите частицу времени и сделайте ее активным веществом. Ага. Откалибруйте частицы на частоту 3524 и установите время 2034 год. Тогда Я мы понял. исправим последнюю ошибку Лолошки. О, боже, как это клево! Слушай, хорош! Смотри, он подчеркнул, что нужно делать все в правильном порядке. Поэтому сначала мы что делаем? Меняем Находим вещество, так? частицу, да? Находим частицу времени, не? Да-да-да, находим частицу времени и делаем ее активным веществом. Вот. Частица времени... О, я нашел. Что? Серьезно? Просто первое. Так, что делать? Попробуй закинуть ее сюда. Сделать ее активным. Действующее вещество. Так. Потом ее, наверное, Слышишь? нужно откалибровать. Ой, Происходит что-то. Материя заполнена. прикольно. А, вот смотри, зеленая появилась. Прогресс пошел. Так, дальше что? Да, дальше калибровка нужна. Откалибруйте частицы на частоту 3524. 3524. Ехала? Калибровка завершена. О, Хорош. найс. И следующее. Установите время на 2034. О, вот она. 2034. Время установлено. 2034. Активация программы. Подожди, перед тем, как мы нажмем, я так понял, мы переделываем его машину по уничтожению в машину времени, чувак. Да, это я понял. Че, мы, получается, можем его подождать, и он сам ее активирует, или мы? Давай-ка мы нажмем, не будем его ждать, мало ли что. 3, 2, 1! Модуль перемещения запущен. Где? Так. Внимание! Дверь закроется через 3, Ой. 2, 1. Господи! Обалдеть, как ты это нас сделал? получилось. Всё так. Начинается перемещение. Так. Ой. О! Ё-моё! Свобода! Подожди, в каком мы? 2034 году сейчас, да? Да, на 10 лет назад. Ты чувствуешь этот воздух? Старый добрый 2034. Какой старый добрый! Мы в 2024 гений! Подожди, у меня один вопрос. Какую ошибку мы здесь должны исправить? Ты хоть что-то понял? Так, смотри, получается, Лолошка стал злым, и его последняя ошибка, которая превратила его в злого человека, произошла именно в этом году. Новый сезон уже завтра. Что-то произошло с новым сезоном. Это хорошая догадка. И сейчас нам, по идее, нужно проникнуть в твое здание. Это ж твое здание, Лоло Инк. Лоло-Инк, видимо, это мое здание. Здравствуйте. И разобраться. Привет. Можем пройти? Мне нужен ваш пропуск. Мгм. Кажется, мы не можем пройти. Требуется пропуск. И где же мы возьмем этот пропуск? Если б я знал, чувак, если б я знал. Слушай, прикольно. В цвет шарфика. О, господи. Сейчас все зависит буквально от тебя, Ромочка. Справишься ты с этим или нет, я не знаю. Я за это вообще никак не в ответе, понимаешь? Ага, то есть, как хочешь сказать, не ты делал эту карту? Конечно. Я эту карту? Да что ты такое говоришь вообще? Первый раз вижу. Так, ладненько, мне, получается, нужен какой-то пропуск. И, скорее всего, я смогу найти его где-то здесь. Я прям уверен. Да, смотри, тут можно пройти. Какая-то тропинка. И это... Что, хижина фикса? Хижина фикса Фиксплей, 24 бога ради! на 7. я? Бедный фиксплей. Это я в 2034-м, мне страшно заходить. Давай все-таки зайдем. О, боже. А, так я похорошел. Все нормально, бро. Чё ты мне тут Закрывайте панику за собой наводишь? штору, закроем. Ой, прости, фиксплей. Блин, фиксплей. О, вы поглядите, кто здесь. Ты меня узнал?
Конечно узнал. Неплохой косплей. Правда, Лолошка сейчас так не выглядит. Где костюмчик купил? Так это, в смысле, это я, Лолошка из прошлого. Да-да, верю. А я фиксплей из будущего. Ладно, спасибо за ностальгию. Теперь фейковый пропуск для тебя стоит всего 1 алмаз. Ты ж за ним сюда пришел, а? Да, именно. Ну тогда покупай или проваливай. Мне тут скоро по большим делам отойти нужно. Неплохо, знаешь, тебе бы в актера озвучки податься, да. Спасибо. Короче, что у нас получается? Продается пропуск за 1 алмаз. И что там? Что-то крутое? Что-то в моем духе, да? Мне надо это озвучивать, скажи, это очень важно для сюжета. Можешь не озвучивать, ладно. Так, ты говоришь 1 алмаз. Что ж, тогда нам несказанно повезло. Ведь у него в сундуке еще в 2044 году, бро, я достал нам алмазик. Нифига ты крутой! Ой, сорян, просто не было времени сказать, там такая суматоха была, ну ты сам видел. Слушай, да, хорошо. Алмаз из будущего меняется на пропуск из прошлого. Все, спасибо большое. Кстати говоря, да, забавно. Это действительно пропуск. Все, мы можем пробраться в Лоло Инк. Ну ты же понимаешь, что по сути, если я пройду, то меня там все узнают. И вообще, охранник меня тоже должен был узнать. Я же Лолошка. Недоработочка. Не-не-не, подожди, охранник пускает по пропускам, это же логично. А вот то, что тебя узнают, хорошая теория, Рома. Хорошая теория, да? Хорошая теория. Так, пропуск, получается, надо закинуть вот сюда. И Ну-ка. что, сейчас мы открыть не можем? Эй, прошу прощения. Что-то изменилось? А, смотри, все, открылось. Да. Здравствуйте. Привет. Так, Лифт. сейчас. Надо все проверить на всякий случай. Ты же по-любому заложил сюда на эту карту 30 тысяч концовок. И очень важно следить за каждым шагом. Бро, тут написано, что в 2030-м ты наделал штаны. Это правда? Откуда я знаю? Ну, скорее всего, правда. Ведь я это делаю в Думаешь, 2024-м. Да. Что, боже. Продолжим, может. Продолжим, давай. Тут вообще-то лифт какой-то. Лифт, действительно. Этаж, второй этаж, первый этаж, третий. Ой, куда нам надо? Посоветуй. Ну, пока что у нас только первый этаж доступен в любом случае, так что давай туда. Да, кнопок же нет, точно. Этаж первый. О, Так, мы приехали. здравствуйте. Отдел брендинга. Здорово! Божечки! Лолошка! Ой, как же вас давно тут не было-то! Давно? Именно, очень давно. Ой, знаете, мы уже все на панике. Скоро ведь запуск нового сезона, а мы даже название не выбрали. Вам срочно нужно пройти дальше и разобраться с этим. Новый сезон? Ой, ну вы что же, Лолошка, совсем позабыли. Просто идите вперед и помогите вашим сотрудникам. А то еще совсем чуть-чуть, и они остановятся на варианте бухие похождения, блин. Хорош. Отдел брендинга. Так, здесь у нас водичка. Ну хорошо, хоть попить воды можно у меня в 2034. Подожди-ка. Сейчас мы будем придумывать тебе сезон. Крутые похождения, уличные драки, тайные измерения. Ага. Так, привет. О, как же хорошо, что вы пришли. Мы не спим уже несколько суток, пытаемся название придумать. Не волнуйтесь, я помогу вам. Хорошо. В общем, смотрите, прямо сейчас у нас, значит, такое название. Уличные драки. Броское, как мне кажется, элегантное, отличное название для сезона, да? Сразу погружает зрителя в суть происходящего и выявляет желание смотреть дальше. Верно же? Так, ладно, а еще? Да, точно. А еще у нас есть вариант крутые похождения, вот. Он тоже стоит внимания, ведь сразу говорит о своей крутости. Просмотры точно будут на высоте. Чего? Круто, это отвратительное название. А еще? Ладно, блин. Ну, есть еще последний вариант. Тайные измерения. Если что, я крайне не рекомендую выбирать. Это полный отстой, полный. Что? Ну это же круче всего звучит. Тайные измерения, хотя тоже отстой, конечно. Уличные драки или тайное измерение? Черт, а ведь у меня правда выбор. Выбирай. Да, чувак, все зависит от тебя, напоминаю. Куда пошел? Мы еще Так, тут ладно, не ладно. определились. Давай, тайные измерения. Внимание, вы выбрали тайные измерения. Вау, прикольно. То, что у Надеюсь, меня выбор это положительно скажется на нашем будущем. Ух ты. Давай дальше. Вау! Оу. Так, подожди, выбрать классика, выбрать заключенный. Здрасте. Симпапусечка, приветствуй своего стилиста. Привет! Что? В общем, смотри, тут у нас маленькая заминочка. Надо выбрать твой наряд на новый сезон. Справишься, родной? Да, наверное. Вот и славненько. Блин, реально? Я должен выбирать? Так, Обалдеть! смотри, у нас тут одежда заключенный или одежда классика. Что думаешь? Ну смотри, это у нас...
подожди, это у нас не уличные драки, а тайные измерения, поэтому, наверное, классика. Лучше классику оставить. Ты идешь по такому пути. Ну Да, 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 давай да, попробуем. давай. Внимание, вы выбрали классическую одежду. Если что, ты еще можешь изменить свой выбор, но только сейчас, только сейчас. Да не-не-не, я думаю, я оставлю классику, все нормально. Хорошо. Так, здорово. Здравствуйте! Я отвечаю за ключевые артефакты в вашем новом сезоне. Отлично, что-то придумали? Да, да, конечно, сэр. У нас есть пара отличных вариантов. Могу посмотреть? Да, конечно. Правда, знаете, мы сами уже долго не можем определиться, какой выбрать. Что тут у вас? Артефакт, кружка... Это сезон на миллиарды. Ты просто еще не дошел до Артефакт, этого. куб измерений. Интересно, У. что же я выберу? Знаешь, что вот же я этот, выберу? Вот этот куб измерений отлично подходит под все, что ты выбрал до этого. Если бы ты шел по другому пути, то тут... Ну тут да, тоже выбор без действительно, выбора, куб ладно. измерений. Внимание, вы выбрали куб измерений. Да, это я выбрал. И получается здесь все. Да, получается, мы готовы запускать новый сезон? Что, уже? У тебя вот так они создаются? Просто щелка готова? Я не знаю, наверное. Как ты видишь это? Этаж Ну, у нас 0. только этаж 0. О, и этаж 2 смотри. открылся. Ну-ка, Да. идем дальше. Отдел сюжета. Боже, Архимаг, это ты? Ты так изменился за эти годы? Так, привет. А, реально Архимаг! Господи, это реально Архимаг! Какого фига? Чувак! Что он говорит? Хорош. А, наконец-то явился. Сценарий уже давно ждут. А что, мне выбирать надо? Конечно, конечно. Но я не дам прочитать тебе даже первую страницу. Так что просто выбери общую тематику сезона. Ладно. Давай, торопись уже, а то я уже посидел, пока ждал тебя. Ну да, заметил. Так. Версия. Сюжет вторая версия и сюжет первая версия. Давай сначала, наверное, первую. Давай. Общий план. Лолошка попадает во вселенную, состоящую из сплошных тюрем и улиц. Его главная цель — раздобыть необычайно редкую кружку пива и остановить что-то там. Так. Окей, сюжет вторая версия. Лолошка находит артефакт, свободно перемещать его по тайным измерениям. Путешествие по мирам, он набирает союзников для предстоящей битвы. Кажется, вторая версия подойдет сейчас лучше. Так что, вторая версия. Внимание, вы выбрали вторую версию сюжета. Найс, спасибо. Так, всё, Знаешь, идем было бы дальше. забавно, если бы ты сейчас выбрал первую. Ну, это Было бы было бы очень. Было бы, да, забавно, но мне кажется, сезон бы тогда не зашел. Надо следовать одной, как бы, идее. А ты хорош. Знаешь, звучишь так, как будто ты придумываешь новые сезоны, да. Да, может, Ты еще и снимаешь снимаю. их, как будто, да. Ай-яй-яй, опередил меня. Этаж 3. Так, здравствуйте. Что здесь? Отдел актеры. Чего? С каких пор у нас? Подожди, какие актеры? Так, выбрать актер первый, второй, третий. Внимание, финальный выбор. О, Ладно. это интересно, привет. Привет. Раз уж вы здесь, давайте выберем актеров для вашего нового сезона. Актеров? Конечно, актеров. Мы уже давно снимаем все вживую и приправляем графикой. Это же сильно легче и дешевле, чем разрабатывать новые сборки вручную. Но вы и так это прекрасно знаете, да, Лолошка? А, да? Сейчас вам нужно выбрать одного из этих трех прекраснейших актеров. Выбор тяжелейший. Удачи вам! Ну-ка. Знаешь, в 2034-м я теперь понимаю, почему ты скатился. Какие актеры, Рома? Да я, блин, сам не понимаю, какие актеры. Так, и нам надо сейчас выбрать актер 1, актер 2, актер 3. Здравствуйте, что вы умеете? Так, актер первый. Ну-ка, Стив Стивенс. Невероятный актер, способный сыграть любую эмоцию. Его лучшие роли: Каменное лицо 2, Каменное лицо 3. Ну, у него есть Хороший лучшие вариант. роли. Да, хороший вариант. Дальше, актер 2. Космическое существо, способное отлично играть космических существ. Ладно, идем дальше. Тоже подходит. Актер 3. Дядя Женя. Отлично играет в любых сценах, где нужно улыбаться. Не умеет не улыбаться. Это так хорошо. Нет, знаешь, это так плохо, что даже хорошо. Вот так. Отлично, отлично. Ну что, дядя Женя или вот пустота, или Стив Стивенс? Может быть. Выбирай. Ну, мне кажется, нам подойдет актер номер 2. Хотя я хочу выбрать кого-нибудь несуразного. Давай Каменное лицо, не? Серьезно, вот этого алкаша Да. под тематику космического сезона? Мне кажется, подойдет. Ты абсолютно уверен? А почему нет? Ну, действительно, почему бы нет? Выбор за тобой.
Я правда могу что угодно выбрать? Ты реально можешь выбрать что угодно, чувак. Абсолютно. То есть ты не заложил здесь какую-то психологическую такую штуку, типа я должен выбрать то, что подходит и все такое? Не, это все на твой выбор. На твое предусмотрение. Блин, ладно, прикольно, прикольно. Ну, я хочу выбрать несуразного. Ну, блин. Пусть будет дядя Женя, актер 3. Дядя Женя. Прием. Друзья, у вас получилось. Что бы вы там не сделали, это сработало. Перемещаю вас в 2044 год. Добро пожаловать назад в будущее. Ха, отсылка. Я вижу, вам не терпится узнать, что изменилось. Сейчас я покажу вам. Присаживайтесь. Ладненько. Благодаря вашему участию сезон Лололошки стал очень успешным и предотвратил дальнейшие события. Лололошка из 2044 года снова стал собой. Но есть один нюанс. В прошлом вы случайно подвинули камушек на земле. Из-за Чёрт. этого некоторые события изменились. И теперь нашу планету крушит этот монстр. Какого Но все же, Лололошка стал добрым. Вы справились. Спасибо за вашу помощь. Еще увидимся, друзья. Что? Подожди, не важно было, что я выберу! А Буква? вот нет, Ромочка, в эту карту я внедрил некую систему очков. Смотри, твоя концовка зависела от того, насколько часто ты будешь выбирать правильные решения. И ты облажался всего один раз в самом конце, выбрав вот этого Витьку, или как его Дядя там. Женя его звали, дядя Женя. Женя, да. Бляха-муха, то есть я реально... Ну, да, я хотел выбирать всякие несуразные вещи. Так, ну, подожди, Ты это... вполне мог. Подожди, вполне а мог. стоп, а это все? Это все, да. Нет! Ты кое-что пропустил. Я А? тебе сразу скажу, много чего ты пропустил, но что упущено, то пропущено. Бляха-муха. Я вот как знал то, что надо было в какой-нибудь лес забежать. Мгм, бывало и такое, бывало. Ну, ё-моё. Не, ну ладно, ладно. Она какая-то, не знаю, концовка... Надо тебе получше поработать над концовками. Да это ж круто, что, нет что ли? Камушек подвинули, гигантский монстр рушит нашу Откуда, планету. бляха-муха, взялся монстр? Я хотел узнать историю Лолошки. Все, что меняется в прошлом, неожиданно изменяет будущее, бро. Пора бы с этим свыкнуться. Да, точно. Ну ладно, в любом случае, если брать первую и вторую часть вместе, это просто лютейшая имба. Опять же, вот насчет финала могу, конечно, поспорить. Жалко, что... Отличный финал. Вот, Но все равно можно было, честно говоря, это отличный все еще финал. вот. Собственно, ошибки исправлены. Мы победили злого Лолошку. И надеюсь, то, что я в 2025-м не открою Лолотьюб. Посмотрим. Может быть, и открою, кстати. Что-то вдруг захотелось резко. О, нет. Главное не совершать ошибки будущего Лолошки. И вы не совершайте. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Если вам понравилось, мне безумно понравилось, типа, как один большой сюжет, это лютая имба. Сюжет только немножко это, ну, хороший сюжет. Во. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие рубрики фиксплея. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и фиксплей. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Всем пока.